Добрый вечер. Посредством волшебства монтажа из Ченнаи я переместился на пляж города Мумбаи, бывшего Бомбея. Почему так, спросите вы? Да потому что мой поезд неспешно трясся по просторам Индии почти 2 суток. За окном мелькали однообразные пейзажи, а внутри поезда в плацкарте однообразные лица. И снимать попросту было нечего. Пляж в Мумбаи, он же Бомбей, просто ужасен. Это самый грязный и неприглядный пляж во всей Индии. Хотя это Бомбейский залив Аравийского моря. Тот же самое Аравийское море, только Персидский залив в Иране на острове Киш представляет собой просто райский уголок с кристальной, чистой, прозрачной водой. Мои надежды только на Гоа, куда я отправляюсь завтра. Возможно, там мне улыбнется удача, и я увижу хваленые пляжи Гоа, наконец-то с чистой водой. Ну а сегодня мой день был посвящен поискам билетов на, собственно, Гоа. Сначала я исследовал железнодорожные станции, в этом смысле билетов не оказалось, а потом прошерстил автовокзалы. И в одной из туристических агентств приобрел заветный билетик. И завтра вечером я отправляюсь на Гоа. Добрый вечер, друзья мои! Наконец-то я покидаю шумный и суетной Мумбаи. И хотя я здесь пробыл всего лишь 1 сутки, делаю я с превеликим удовольствием. Сегодня ночью на так называемом слипер-басе я отправляюсь на Гоа. А теперь немножко предыстории данной поездки. Первоначально я хотел уехать на государственном автобусе, для чего прибыл на центральную автобусную станцию. Однако билеты на автобус мне там не продали, объяснив, что муниципальные автобусы на Гоа не ходят. По какой причине, я так и не понял. Пришлось искать туристическое агентство, которое расположилось по соседству, и приобретать билеты именно в нем. Что я успешно и сделал еще вчера, а сегодня прибыл для посадки в автобус. Билеты обошлись мне, надо сказать, дорого. И в очередной раз мне повезло, и я попал на какой-то карнавал. Какой именно, я тоже не совсем понял, но разберусь на месте. А сейчас я жду своего автобуса и отправляюсь в путь. Ну что ж, я в автобусе, однако мне пришлось изрядно понервничать. Дело в том, что автобус отправлялся не от офиса туристического агентства, а с какой-то другой мне неизвестной точки, о которой мне сообщили на ресепшене. И сперва мне нужно было добраться до этого места на
проходящем автобусе, который высадил меня просто посредине неосвещенной улицы. Представьте мое состояние и ощущение. Ведь совершенно непонятно, будет автобус, не будет автобус, правильно ли это место или неправильно это место. Это жесть. В очередной раз поражаюсь тому, как устроен транспорт в Индии. Это просто жесть. Но сейчас я уже в автобусе, и будем надеяться, что до Гоа я все-таки доеду. Доброе утро, друзья мои! Видон у меня, наверное, сейчас крайне помятый. А виной тому почти бессонная ночь в автобусе Мумбаи-Гоа. Дело в том, что автобус ехал крайне безобразно. Дергался, резко тормозил, резко разгонялся. А местами закладывал такие виражи, что я норовил выкатиться со своей полки в проход. Добавок к этому, ложа очень короткая, и я со своим ростом 180 сантиметров попросту не помещался. И приходилось пытаться спать, съежившись калачиком. Кондиционер работал также отвратительно. То было холодно, то жарко. В общем, сервис, как и все в Индии, полное днище. Туалета в автобусе нет. За всю ночь автобус остановился всего пару раз. Ну что ж, от негатива перейдем к позитиву. Сейчас я нахожусь на Гоа. Светит солнце. По небу ходят редкие тучи. И после заселения в хостел я направлюсь на море. Мое первое утро на Гоа, и я нахожусь в предвкушении. Я специально надел майку бирюзового цвета, чтобы отправиться на поиски легендарных, чистых и красивых пляжей Гоа. Сейчас я нахожусь в самом центре Маргао, где разбит небольшой парк. Первый оазис чистоты и порядка на моем пути к морю. Как же красота радует глаз после обыденной индийской помойки. Кайф.
Топаю вдоль трассы к морю и надеюсь, через 5 километров меня ждет вот это. Колва-Бич. На картинке выглядит неплохо. Посмотрим, как будет это в реальности. Не повезло. Надеюсь, дальше будет только лучше. Впереди еще много курортных мест, таких как Филиппины, Индонезия, Таиланд и другие страны Азии. Думаю, там с морем будет все в порядке. Йога-центр на пляже. 200 часов сертифицированный йог вас будет обучать премудростям самопознания. Хотя я на 100% уверен, что люди, которые не в состоянии сходить в туалет в специально отведенном для этого месте, не могут никого и ничему научить. Ну а к этому моменту я прошел уже порядка километра по пляжу. И, собственно, это не совсем то, что я ожидал увидеть. Есть пальмы, есть песок, есть океан. Но все это не то. Совсем не тянет на лакшери-курорт. Не знаю, что находили русские люди на Гоа, отправляюсь сюда толпами. Я здесь первый раз, и мне абсолютно не нравится. Стою и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я бродил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет
серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. В моем телефоне хранится электронный билет на самолет с серебристым крылом, который уже завтра ранним утром увезет меня в другую страну и оставив в индийской земле лишь тень от серебристого крыла. К сожалению, за 1,5 месяца моих странствий по Индии ее небо и ее окна не стали для меня родными, дружелюбными, приветливыми и понятными. Я покидаю эту страну с радостью, так и не сумев ее понять и принять. Наверное, в этом нет ее вины. Она просто предстала передо мной такой, какая она и есть. К сожалению, наши взгляды с ней на жизнь сильно расходятся. И я покидаю эту страну навсегда, без желания вернуться сюда снова. Как я рад, что поеду в Ленинград. Помните такие золотые строчки из детства? На самом деле, я, конечно же, не поеду, а полечу и не в Ленинград, а в совсем другой город. Ну, об этом позже. А вспомнил я эти строчки, потому что я действительно очень рад, что сегодня покидаю Индию. И отметить столь торжественное событие я решил к ужину в Бургер Кинге.